Всем привет, дамы и господа! Это видео у нас с рыбалки 27 октября прошлого года. Но говорить мы с вами сегодня будем не о рыбалке. Поговорим о том, почему я живу в деревне. В деревне, а не где-нибудь в городе. В то время как молодые парни и девушки из деревни все мечтают выехать в город, заработать много денег и начать новую сладкую жизнь. Машину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту. А я же поступил как раз наоборот. 1,5 года назад, даже больше, почти 2, продал все свое имущество в городе и уехал в деревню. Вот уже 2-ю зиму пережил. Разбил тут небольшой огородик. Со временем, конечно, надо его превратить в большой. Огурчики, помидорчики, редиска, зеленушка, картошечка. О! Картошечка! Поставил 10 ульев с пчелами. Собираю грибы, ягоды, рыбачу вот на деревенском пруду, на речках. Вот так потихонечку и выживаю. Сейчас хейтеры начнут плеваться. Да что там делать в этой глуши? Да ты лох педальный, лузер. Вообще. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Нет, господа хейтеры, мне так не кажется. Я вообще считаю, что работа от слова раб. Быть рабом у какого-то там работодателя, который выжимает из тебя все жизненные соки и выплачивает зарплату, с трудом покрывающую твои минимальные физиологические потребности. Ну так себе перспектива, согласитесь. Не, ребят, я пас. Меня на дядю пахать не заставишь. Доцент бы заставил. Честно говоря, я вообще не припомню, чтобы я работал на какого-то дядю хоть сколь-нибудь продолжительное количество времени. Ну, в молодости, может быть, там пришлось немножко поработать гастарбайтером в Германии, на фабрике, в ресторане. Так, потом я все время на себя работал пару десятилетий. Ну и практически вот перед тем, как купил этот дом, пришлось немножко на складе у друга поработать охранником. Ну, так сложились обстоятельства, не надо было. Ну, к тому же это друг. В принципе, не напряжно. В субботу-воскресенье туда приезжать, 2 дня там отдежуривать и обратно уезжать. Ну, заодно там вещи хранил на складе у него, когда переезжал со старого места жительства. Так что все получилось удачно. Ну, зарплата, конечно, копеечная, как и у всех охранников. Ну, я говорю, это практически вот пару случаев, наверное, в жизни, когда я работал на дядю. Вот заливай. Не, честно, Ревзя, чё мне врать-то? Я вам никогда не вру, вы же знаете. Практически всю жизнь я работал на себя, занимался всяким мелким бизнесом, всякого рода. Но сейчас уже с этим завязал. Уже лет 15 назад я понял, что эту страну не ожидает ничего хорошего. Ситуация будет все хуже и хуже. И всех нас тут ждет БП. Большой пипец, короче. И единственный вариант выжить и сохранить человеческое лицо — это уехать куда-нибудь
далеко-далеко в глушь, в какую-нибудь отдаленную деревню, подальше от начальства, силовиков и прочей швали. Куда-нибудь на свою землю, поближе к природе, к лесу, к речке, к озеру. Наше государство, как большой бандит, старается добраться до каждого. Что тут понимать-то? Где хошь, говорит, найду и горло перережу. Есть, конечно, у нас так называемое альтернативное ночное государство. Но вся эта криминальная романтика мне как-то... Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Да, вся эта блатная романтика меня тоже совсем не прельщает. А легально заниматься бизнесом в этой стране, ну, и раньше-то было проблематично. А сейчас стало вообще невозможным. В крупный средний бизнес меня уже никто не пустит, а мелким бизнесом заниматься в текущих обстоятельствах, ну это, извините, мазохизм. В общем, как я понял, единственный выход у меня — это переезжать в деревню и создавать свое ЛПХ, говоря юридическим языком, личное подсобное хозяйство. Кстати, даже согласно действующему законодательству, но оно, кстати, и при Советском Союзе действовал такой же закон, доходы от продажи избытков со своего личного хозяйства подсобного не облагаются налогом. То есть я могу и себе, как говорится, пищу вырабатывать, натуральный продукт, и излишки продавать. И за это еще и налоги не платить. Чем не красота? Красота! На чем я тут в деревне собираюсь зарабатывать, спросите вы? Ну, во-первых, как я уже сказал, у меня есть пасека, которую я буду развивать. Сейчас у меня 10 ульев. Дай бог, чтобы все хорошо перезимовали, все семьи. Да на следующий год уже будет 15-20. Через 2 года 30-35. Через 3 45-50. И на этом, наверное, остановимся. Этого мне должно хватить для прокорма. Важно, чтобы еще медоносная база соответствовала. А то тут она последние годы не очень хорошая. Липа последние 3 года не цвела, вымерзла. Шелкопряд ее лиственный поел. В общем, не все так гладко, как хотелось бы. Также у меня есть небольшой участок земли, где-то в четверть гектара. Ну, у соседки тоже пустующий участок, возможно, удастся его прикупить в будущем. Но это при самом хорошем раскладе. Тогда уже будет полгектара. Ну, на полгектарах уже можно что-то выращивать. Какие-то овощи, ягоды или фрукты. Или сад разбить фруктовый, или теплички поставить, или ягоды выращивать. Ну, в общем, что-то такое надо придумать. Вот. Ну и плюс дары леса, ягоды, грибы, различные лекарственные травы. Все это тоже можно собирать, сушить. Знаю людей, которые только на этом и живут. Так что пробьемся, ребята, пробьемся. Как говорится, матушка земля, она всегда прокормит. Она не даст умереть. Ну и на крайняк всегда есть вариант с каким-нибудь ремеслом. Небольшую столярку здесь забабахать. Правда, нужно будет вложиться еще в инструмент. Делать для пчеловодов из близлежащих деревень улья, рамки, ловушки.
Ну, можно также делать всякую сувенирную продукцию. Можно восковые свечи делать различные сувенирные. В общем, вариантов довольно много. Главное крутиться, главное не сидеть на попе ровно. Но, конечно же, все эти так называемые проекты требуют немалых финансовых вложений. А с финансами у меня сейчас, мягко говоря, напряженка. Бабосики скоро закончатся. И если не будет поступления новых денег, даже не знаю. Не знаю, Ребзя. Но надеюсь, что в этом году получится хоть немножко мне меда накачать. Когда осенью я меда продам. Вот, может еще что-нибудь удастся сделать. Короче, будем думать, Ребзя, будем думать. Тут люди еще мухоморы продают сушеные. Я вот все думаю уже не первый год. Стоит мне этим заняться, не стоит, не стоит. С одной стороны, говорят, дело прибыльное, с другой стороны, ну, на грани фола. Запросто могут подвести под статью торговли сильнодействующими веществами нервно-психического действия. Или как там это называется официально, я уж не помню. Короче, и хочется, и колется, и бабка не велит. Может, рыбой попробовать заняться. Есть в райцентре пара киосков, которые рыбой торгуют. И как я понял из разговора с продавщицей, у населения они берут рыбу. Не знаю, покупают или на реализацию. Ну, это, конечно, вариант такой. Много там не заработаешь. Потому что конкуренты-то браконьеры, они сетями ловят. У них объемы совсем другие. Вот. Или сушеной рыбой заняться, сушить и по интернету потом его продавать. Или через Авито. Ну, через Авито не знаю, можно ли продуктами питания. Может быть, сушеной рыбы нельзя даже. Но через интернет-магазин можно попробовать. Опыт интернет-торговли у меня есть через интернет-магазины. 3 интернет-магазина у меня уже было. Они, в общем-то, все благополучно накрылись. Но какое-то время торговали, приносили какой-никакой доход. Но сейчас уже нету. Но если будет своя продукция, мед, другие пчелопродукты, там рыбка сушеная, грибы сушеные, там из овощей и фруктов что-нибудь тоже, какие-нибудь цукаты, джемы и так далее. Это все можно через интернет-магазин продавать. Возобновить не проблема. Опыт, благо, есть. Создать магазин могу. Ну, продвинуть его будет проблема, но, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Что-нибудь где-нибудь как-нибудь придумаем. Что-то вроде я еще помню. Что-то не помню, что-то помню. Строили тут ромашка. Помню, не помню, дайте спать. Ладно, Ребзи, всем, кто ложится спать, спокойного сна. Не забываем про подписку, лайки, дизлайки и комментарии. Пока всем.